Всем привет! У нас идет первый день, когда можно сохранять урон на финальном боссе третьего сезона, Ашетиусе. В данном ролике рассмотрим две разные команды сбора. Отличаться они будут только саппортами и их количеством. Урон, в принципе, вообще одинаковый в этих пачках. Разница лишь в том, допустим, нужен ли там вам Джорн в другой пачке, либо Артред, либо Ацилия. Вот. Может быть, вы там горением будете бить, либо дикостью, без Крисоса, к примеру, да, и вам там нужен будет Джорн. Соответственно, значит, данную команду не используйте, используйте следующую. Начнем разбор команд. Урон, в принципе, вы видите на экране. Тут у нас будет, получается, 3 ДДшника из сбора. Глэдис у меня с эксклюзивным артефактом. В принципе, если у вас его нету, то делайте ее в разлом, и, возможно, так даже будет как-то постабильнее, хотя фиг знает, я не пробовал. Вот, она у меня одета чисто ДДшника, взяты вот эти таланты. Ардред у меня в разломе, соответственно, если у вас Глэдис будет в разломе, то Ардред можно дать какой-нибудь другой артефакт, может на выживаемость, может еще что-нибудь. Может она вообще у вас даже в соло тогда вытончит с какой-нибудь там колбой, либо с посохом. Вот, пробуйте, в принципе. У меня она одета вот так, в таком вот сете. Все в ускор, и не забываем точность и сопротивление. Ну и также защиту. Вот эти таланты я и взял. Стоит пачка, именно вот это вообще легко. Никаких проблем с выживаемостью абсолютно нет. Ларентиль, вот эти таланты ему взял. И, собственно, все в атаку. Сет на баф атаки. Ну и Хуберт, соответственно, тоже полностью в урон. Талант я ему взял здесь вот этот. В принципе, все стандартное, ничего нового тут не увидите. И Джорн. Джорн тут его роль просто кидать штраф атаки, с боевого заливать всем ульту и снимать с босса усиление защиты. Все, больше тут от него особо-то ничего не требуется. Поэтому дал ему вот этот сет и рога. Но главное статы подобрать, чтобы точность и сопротивление просто для того, чтобы на него Артред не отвлекалась, ничего с него не счищала. Потому что это лишний удар для нее. Зачем ей это делать? Она лучше побыстрее счистит с наших ДДшников. Тайминги я использую вот такие. Джорну ставим на 30 секунд КД. Чаще ему тут смысла нет. Его цель просто на 21 секунде снять баф защиты. Все, больше тут ему нафиг ничего не надо. Тайминги стартовые вот такие у сбора. И КД у нас получается 11,5. Артред без кулдауна просто стоит, наваливает ультой, ее еще и заливает Джорн, поэтому очень часто бьет, выхиливает. Проблем с выживаемостью, повторяю еще раз, никакой, и штраф к защите висит почти постоянно. И второй вариант команды весьма такой специфичный. Я вам покажу пару фишек здесь. Начнем с таймингов. В принципе, тайминги у нас тут стандартные для сбора. Цикл 13,5, Ларентиль, Глэдис и Уберг. Алтон без КД вообще у меня. Старт я ему не делал из-за пятой пробуды. Если у вас он, соответственно, не на пятый, то делаем ему, допустим, после оленя пусть ходит, к примеру, да. Но КД мы не ставим. Ацилия также ставим старт. КД можно не ставить, пусть там ультует все спокойно дальше. Дебафы мы ловить не будем, потому что, при ускорении, которое я покажу, в принципе, хватает, чтобы спокойно там стоять. И когда цикл смещается, до конца боя он не успевает сместиться, чтобы на нас навесились дебафы. Так, и скорее всего у вас назрел вопрос, а кто будет снимать усиление защиты с босса? Вот тут уже начинается самое интересное. Я таланты тут не менял, но я вам покажу, какие нужно брать, потому что, в принципе, у Алтона он так и стоит. Нам нужно будет, вот этот талант взять у Алтона. Кстати, сразу его рассмотрим. Остальных я не менял вообще, если сравнивать с предыдущей пачкой. Единственный сейчас нюанс я вам тоже объясню. Также у Ларентиля мы берем этот талант и добавляем точности, хотя бы 250, чтобы было. Если будете вот этим пить вариантом, то берем тоже вот этот талант. И Глэдис тоже, потому что талант рандомный, там 50% шанс, что снимет или не снимет. Вот поэтому ей тоже берем этот талант и добавляем точности. Тут у меня 200, не захотел я прям сильно по точности гнать. В принципе, хватает даже 200. Вот вся, собственно, специфика данной пачки. А так, в принципе, разницы больше никакой. Ацилия у нас в данном сете это просто, чтобы заливать себя. Ну и плюс еще Алтон, она там подливает по чуть-чуть иногда. 500 сапры. Сапра это именно, чтобы она не ловила порезку ульты. Это не от дебафов, это именно от того скилла. Ну, соответственно, хп у нее больше, чем у остальных, поэтому она ее и ловит. Почему плащ? Потому что одного саппорта такого стоять, тяжеловато. И за счет того, что она отражает всякие там штрафы обратно в босса, нам легче стоять за счет этого. Ну и просвет, соответственно. Ускорение 75 вполне вообще с запасом хватает.
чтобы никуда не съезжать. Плюс еще у нас бафы нового мира. Плюс мы сами себя заливаем. Поэтому, в принципе, все там нормально. У кого какие вопросы вообще есть, в принципе. Сейчас я вам, кстати, покажу, как вообще это все. Я ж не брал таланты. Ладно, сейчас посмотрим, может быть, Алтон в одного снимет. Но когда он один, 50% вот эти, они довольно-таки редко рокают, поэтому как-то проблемно. Также есть еще вариант один. Так, сейчас он, допустим, сейчас, видите, повесилось, и в данный момент бы либо Олень, либо Глэдис сняли бы этот баф. Вот Алтона вообще не прокнул. Но, допустим, у вас нету артефакта на Глэдис, да? Что мы делаем? Мы делаем ее в разлом. Соответственно, она у нас и так в точности. И Алтону мы ставим вот эту баночку. Вот эту банку мы вкачиваем. И, в принципе, да, мы, даже не один я проверял, начинает вот этот талант прокать чаще. Поэтому, в принципе, достаточно будет тогда, так как Глэдис у нас и так будет в разломе, она будет с точностью, можно будет взять тут талант. И на Алтона с этой баночкой тоже взять тот талант. А Лорентилью тогда не брать и оставить его полностью в атаке, как вариант. Думаю, в принципе, все поняли. Там, у кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Кто не подписан, подписываемся. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.